Вот наушники Orchestra Lite от KiwiAirs. Многие их хвалили, очень много я видел обзоров и самому аж захотелось, потому что я делал уже обзоры на KiwiAirs различные, и вы знаете, там вот очень круто, там квинтет, квартет, они звучали просто невероятно. Ну вот что там из себя может представлять Orchestra Lite, думаю я, а ничего себе, там 8 излучателей, по-моему, или сколько там вообще излучателей? Да, 8, представляете? Ну, короче, сейчас будет вот это все, будем обозревать, вот эти вот KiwiAirs Orchestra Lite на канале Технозон, поехали. Для начала их открыть надо, да? Вообще, честно скажу, я немножко слукавил, потому что у меня было 2 пары этих наушников, одни для меня, и я заказал оранжевые для своей жены. Потому что, послушав их, я понял, что такие наушники нужны, знаете, как такая корова нужна самому. И объясню, в чем вопрос. Дело в том, что данные наушники подходят практически для любого типа музыки. Вот очень интересно их сделали, при этом за цену $250. Те, кто в курсе, такие наушники дешевле не стоят. Нормальные наушники. Это проводные внутриканальные мониторы. Смотрите, какая красота. Смотрите. Я вам специально буду сразу вот показывать, это все дело вблизи. Смотрите. Воу, вообще топ. А ну, Лен, иди сюда, помоги нам, пожалуйста. Смотрите, какой янтарь, а? Смотрите, какой янтарь. А ну, Лен, давай. Мы сейчас будем с тобой. Придержи вот так вот, пожалуйста, эту штуку. Смотрите. Вот такой вот янтарь. Смотрите, KiwiAirs монитор. Вах, твою ж налево. Вы видели вообще вот это дело? Вообще топ. Просто топ. Ты знаешь, какие красивые. Просто они прозрачные. Янтарь такой вообще. Просто бомба. Просто бомба. Ох и красиво, а? Давайте еще посмотрим, что у нас в комплекте. Ну вот сразу же. А ну, давай коробочку. Открывай. Специально вот для вас снимаю с самым-самым крупным кадром. Провод. Я уже читал отзывы про этот провод. Уже даже опыт использования провода оказался очень-очень неплохим. Как за такую цену. И знаете, что здесь? Здесь 3 комплекта. 3 комплекта амбушюр. Некоторым не нравятся. Я, кстати, вот эти амбушюры использовал. Очень неплохие амбушюрки. Некоторым не нравятся, некоторым нравятся. Слушайте, вообще топ. Комплект за $250. Вот такие вот красивые наушники. Смотрите. Вообще огонь. Круто. Я вообще, честно говоря, вам скажу в тихом ауде. Я использовал вот эти вот серенькие с красными вставочками. Они более-менее нормальные по жесткости. Я использовал средний размер, М-очку. Потому что S-очка у меня выпадала, а Элечка не вылазила. Ну, есть как есть. Так, а ну смотрим. Короче, я вам скажу, кабель достаточно мягкий, очень приятный. И даже у многих обзорщиков, именитых обзорщиков по наушникам, он не вызвал особых вопросов именно за эту цену. Поэтому кабель я не вижу смысла изначально менять. Дальше. Сами по себе наушнички я буду использовать средние амбушюрки. Слушайте, вообще наушники мне очень нравятся. Очень и очень. Хотя некоторые обзорщики рекомендуют сразу их поменять на нечто более интересное. Если интересно, я вам закину те амбушюры, которые мы использовали. Конечно же, я их соединяю. То есть здесь 0,78 используется штырьковое соединение. Сейчас посмотрим, сколько они стоят и что вообще заявляет у нас производитель. Обязательно мы это должны сделать. И, кстати, посмотрим замеры частотные, звуковые. Эргономика. Ребята, эргономика очень важна. Снимаем мою кепочку любимую. С моим любимым брендом. Я сегодня ее одел специально, потому что сегодня в Инстаграме мне вывалилось напоминание, что 3 года назад я покупал Predator. Да, очень люблю этот бренд. Ой, слушайте, эргономика, кстати. Прикольно сели, смотрите. То есть они не выпадают. Хотелось бы немножко жестче саму заушину. Хотелось бы немножечко жестче. Но наушники не стремятся наружу. Они не стремятся выпадать.
Поэтому я вам скажу по эргономике, ну, зачет. Зачет, конкретный зачет. Мне нравится. Вот так вот, давайте я так вот подержу. Вот так вот, зачетная штука. Вообще отлично. То есть я уже на текущий момент имею классный, обалденный дизайн. Я имею хороший комплект с неплохим кабелем, наконечники 3,5, 3 комплекта амбушюрок. Я сейчас одену кепку. Как это я кепку? Я забыл кепку одеть. Ну что? Имею такой вот прикольный кейс, и буду я его, конечно же, тестировать, этот весь набор свой, эти все наушники на вот таком вот переходнике Asus с ЦАПом. Это самый обыкновенный ЦАП на 96 кГц, это с сертификацией Hi-Res Audio на чипе ESS. Не помню какой серии и не помню с каким номером, но это вот нам очень сильно сейчас поможет. Но для начала хочу посмотреть, что же нам заявляется производитель, но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это позволит нам развивать наш канал, развивать те обзоры, которые мы делаем, и, конечно же, позволит нам и дальше делать такие вот интересные обзоры. И даже если вы меня не смотрите постоянно, вам будет все равно, мне будет приятно. И вот, конечно же, мы на AliExpress. Цена в долларах, потому что мы не рассчитаны на рынок, допустим, там России, потому что мне иногда в комментах пишут, почему не в рублях. Да потому что не в рублях. Рассчитаны на Европу, на Украину, на, допустим, тот же самый рынок США. Вот это наш рынок. У меня вот такие вот оранжевенькие. Стоит все это дело $249 на момент съемки этого видео. Смотрите, они тут, конечно, все очень красиво пишут. Kiwi Ears, оркестра, 8 излучателей. Тут получается такой 8BA Performance, внутриканальные мониторы. Ну, короче, тут они еще очень красиво пишут. Бескислородный кабель, само собой, это все понятно. Китайцы, вот, которые начали производить эти наушники, вернее, уже отточили свое мастерство. Они начали то есть, делать действительно качественные вещи. И тут они уже подходят. Начинают они, конечно, с басов. И я вам скажу так, здесь стоит 8 излучателей. 2 низкочастотные. Это Knowles 22955, по-моему, да, которые отвечают за низкие частоты. Очень неплохие. Это не сабвуфер, допустим, как в некоторых более дорогих моделях наушников, проводных мониторов. Мы сталкивались с ними в прошлых моих обзорах. Но они обеспечивают достаточно неплохую басистость. К тому же здесь 4 излучателя среднего диапазона, которые маркированы Kiwi Ears. Какие-то внутреннее производство у них появилось. И высокие частоты. 2 излучателя на каждое ухо тоже является производителем у нас Kiwi Ears. Заявленная частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Тут они, конечно же, описывают все особенности переходов, плюс даже они тут замеры какие-то дают. Мы сейчас фактически замеры их с вами посмотрим и заявляют даже, что у них премиальный аудиокабель. Есть качество контроль, вернее, есть контроль качества сумасшедший. 16 Ом у них сопротивление, сенсивность 112 дБ. А вот, кстати, они пишут 2 кастомизированных низкочастотных, 2 вот, Knowles 2 низкочастотных, высокочастотных 2 от Kiwi Ears и 4 от Kiwi Ears среднечастотных. Больше они тут ничего такого интересного не пишут. Ну, в принципе, нам и не надо что-то писать, мы будем их просто слушать. Конечно же, ссылки на проверенного продавца я разместил в описании под видео, можете пойти посмотреть. Будем подключать. Хочу послушать и стриминговые сервисы, и хочу послушать, конечно же, какие-нибудь lossless файлы. У меня есть парочку флаков записанных. О, подключилось, все есть. И перед тем, как мы начнем слушать, вы видите, уже запись экрана есть у нас со смартфона. Все, вот, пожалуйста, у нас есть SqueakLink. Это независимый сайт, где делают фактические замеры всех наушников. Я специально открыл для вас график по Kiwi Ears. Лево-право. Я вам ссылку закину в описании под видео. Можете пойти и сами посмотреть. Но расхождение 0,3-0,5% это вообще идеальный показатель для ушей такого уровня. Поэтому между левым и правым я имею в виду. Поэтому можете спокойно пойти посмотреть на фактические замеры. Не то, что дает производитель, а то, что делают реально SqueakLink. Очень крутые ребята, которые занимаются аудиозвуком, различными наушниками. Вы здесь, кстати, можете посмотреть замеры тех наушников, которые я рекомендовал, и понять, что я не ошибался, потому что есть наушники, которые я не рекомендую. Ну что, начнем прослушивать.
В своих надеждах услышать что-то прикольное для джаза я, честно вам скажу, думал сначала, что не получится, потому что джаз я слушаю на наушниках, которые у нас имеют частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. И это важный момент для отображения сверхвысоких частот в тарелках, когда вот используют, ну я как ударник, я просто это слышу. То есть когда используют тарелочку, когда используют там щетку для игры, для этого нужно уже больше 20 кГц, по крайней мере для некоторых людей, которые это действительно слышат. Пробуем джазовую композицию. Оно. Слушайте, я тебя не слышу вообще. Я не слышу тебя. Вот она сейчас пытается, Лена, тут администратор студии, пытается что-то рассказать, а я ее вообще не слышу. А что ты хочешь сказать? А? Да подожди, я не могу, я это слышу. Они же тоже слышат то, что я слышу. Ну это просто круто, я тебе серьезно говорю. Вот реально настолько... Я слышу тарелочки. Это настолько сбалансированный звук, он настолько приятный, что, вот честно, вы их одеваете, начинаете слушать, и у вас автоматически что-то, рука начинает отбивать по столу ритм, нога начинает тоже двигаться в такт музыки. Это я вам говорю серьезно, потому что очень мягкий и прикольный звук. Вот именно мягкий и прикольный звук. Да, здесь нет какого-то мега-экстра баса, здесь нет там этих самых сабвуферов, там каких-нибудь там сумасшедших. Здесь низкочастотные излучатели, которые дают более мягкий бас. И вот если вот мы сейчас попробуем басовые композиции, когда я слушал, если чуть-чуть уменьшать громкость, то вы можете услышать некую такую басистость, оттенок басистости. На очень высокой громкости вы будете слышать обыкновенный нормальный бас без вот этого эффекта. Знаете, как любят там бас такой глубокий. Нет, здесь такого мега глубокого не будет, но это и дает их прелесть вот этой вот мягкости, однородности звука. В некоторых моментах при переходах от излучателя к излучателю вы можете слышать переход от низких к верхним. То есть какую-то вот, знаете, такую вот лестничность замечать в некоторых композициях, но это абсолютно не влияет на общее восприятие композиции, и при этом это за эту цену мы не ожидали получить ничего большего. Серьезно вам говорю, то есть это настолько прикольно. Так что насчет джаза зачет. Кто какую музыку вообще слушает? Напишите в комментах. Мне интересно, какую музыку слушают мои подписчики. Вот серьезно вам говорю. Джаз зачет. Сразу говорю, классическая музыка. Очень трудный момент для различных наушников, потому что басовые наушники, а вот я вот серьезно сейчас остановлю, басовые наушники, которые там прям с сабвуферами, они обычно забивают высокие частоты, и классическую музыку слушать, откровенно говоря, становится больно в кавычках. А здесь вот именно я рассчитываю на вот это вот сочетание низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных излучателей, которые могут дать нам прекрасное прослушивание классической музыки. Воу, слушайте, вот эта композиция, классическая музыка, здесь фортепиано превалирует, но дело в том, что они сделали, знаете что, они вначале сделали легкий звук входящего ветра, знаете, как резко открываешь дверь, и я прям прочувствовал такой вот мягкий толчок в уши, такой мягкий вообще, то есть для классики, сейчас попробуем найти виолины, вот они, глубина сцены. Вот, Лен, иди послушай, вот я тебе сейчас дам, а ты издалека мне скажешь свои вот впечатления. Давай, одевай. Вот я сейчас остановлю, а ты мне вот скажешь, насколько глубина сцены тебе вот понравилась. Давай, ну просто их вот, да, вставляй. Вставила? Да? Слушай. Что-то Лена у нас потерялась, она начала ушки доставить, на них смотреть. Как тебе? Ну говоришь, ну да. Она зависла вообще, она стоит, слушает, такие глаза, по 5 копеек, я вам передать не могу. Ну что? Качественно.
Некачественно, объемно сцену. Да, объемно. Ну, это во всем этом наша Лена. Для нее наушники, знаете, что она слушает? Она слушает drum and bass. Вот для нее вот то, что не звучит как drum and bass, знаете, когда ты одеваешь наушники, там, вот это для нее это качественно. Да ладно. Да, приятное. Мелодичный drum and bass. Почувствуйте джазовые нотки в drum and bass edition, блин, да? Ребята, для классики тоже отлично подходит. Сразу говорю. То есть знаете, вот я всегда про наушники говорю, что... Ой, классно вообще. Что наушники, например, не подходят для классики, а подходят для электроники. Что там не подходит для электроники, а подходят для джаза. Что не подходит для джаза, а подходит для чего-то другого. Здесь вот самые тяжелые для воспроизведения наушников композиции классические и джазовые, они здесь играют абсолютно отлично. Электроника и танцы. Обязательный, скажем так, соревновательный момент в нашем деле. И обязательно с вокалом. Ох, они громкие. Воу. Вот мягенький бас. Мягенький, приятный бас. Классно. А где вокал? Ой, это не вокал, это обработка. Мне нужно... Воу, а вот и drum and bass. Лена, drum and bass. Попробую дать вам послушать, но это бесполезное занятие, конечно. Драм звучит, я тебе говорю. Вон, Лена возбудилась аж. Драм энд бейс услышала. Классно звучит. Звучат и все нормально. Не хватает жесткости за ушем, но они все равно не выпадают. То есть вам не нужно их постоянно подергивать и постоянно что-то делать. Нет, это не для спорта. Это наушники не для спорта. Это вот если ты, вот я вот объясняю, это если ты берешь какое-то сочетание каких-то хороших цифровых аналоговых преобразователей, плюс какой-то усилитель, вставил эти наушники и получил такой кайф вообще, когда ты слушаешь чистый голос, чистый звук. Да? Ну. То есть с электроникой и танцы у меня тоже вообще вопросов не возникло. Я хочу послушать еще, знаете что, я хочу... А давайте мы послушаем с вами хип-хоп. Это ни хера не хип-хоп. Не, это хип-хоп, но какая-то фигня. Мягкий. А здесь вообще даже, хип-хоп — это направление, да, какой-то музыки, которую поют, не поют, а направление музыкальное, где превалируют там какие-то слова и все остальное. Слова четкие, все нормально, и саму сцену ты воспринимаешь. Здесь трудно. В хип-хопе сцену ты не воспринимаешь, потому что в основном электронная музыка. А вот когда ты классическую слушаешь музыку, то сцену воспринимаешь очень-очень объемно. Ты можешь... знаете, как вот проецировать для себя нахождение каких-то инструментов, когда вот какое-то переливание, там, особенно очень классно слушать какой-то камерный оркестр, особенно живую запись, если она еще и стереофоническая, то это просто нечто. Слушайте, я вам честно скажу, все, для меня вот наушники оказались, я подтверждаю обзоры, те, которые я видел ранее, я их слушал, вокал такой выразительный. Такой выразительный вокал вообще. Выразительный вокал. Плохо, что нельзя передать через простой микрофон. Вот очень плохо все качество этого звука. Я выключу музыку, я абсолютно не слышу окружающую среду. Абсолютно. У меня такое ощущение, что сделано, знаете, как шумодав какой-то такой сумасшедший. Но я готов уже резюмировать эти наушники. Про них уже не сказал, наверное, даже самый ленивый. Я конкретно рекомендую. Если вы рассчитываете получить какой-то мега-экстра бас, это не про эти наушники. Если вы планируете получить
Мягкое звучание, натуральное звучание с объемным звуком, с объемным восприятием сцены, при этом, знаете, такие кастомные вот эти вот излучатели достаточно неплохие, с неплохой комплектацией, и вот вы получаете за $250 то, что не нужно переделать. То есть я не менял бы кабель, я не менял бы эти амбушюры, ни на что, вот как есть. Вы купили и используйте как есть. Те, кто знает, что это такое, они реально оценят по достоинству. Из минусов могу сказать, что в некоторых моментах исходящий, знаете, когда там бывает такое, там звук там исходящий, вы можете услышать какой-то угловатость звука при переходе от излучателей, но это настолько нужно быть профессиональным музыкантом, да и в принципе за $250 такая реализация, это очень-очень даже круто. Поэтому мои рекомендации: Kiwi Air Orchestra Lite заслуженно становятся одними из топовых наушников канала Технозон. Ссылки все в описании под видео. С вами был Bubble на этом самом канале Технозон. Пока.